Привет всем! Мы в городе Линдау на Боденском озере и стоим почти на том же самом месте, где когда-то была сделана вот эта фотография. На почтовой открытке дирижабль «Гинденбург». Самый большой, замечу, гражданский воздушный корабль всех времен и его конкурент-пароход. Но сейчас, как и прежде, пароходов тут хватает, а дирижабля мы тут не увидим. В 1937 году он взрывается на американской базе Лекхерст и становится символом краха эпохи дирижаблей. Но как он выглядел изнутри, что от него осталось, и как действительно закончилась эпоха немецких дирижаблей? Для этого мы отправляемся в музей Цепелинов в городе Фридрихсхафен, где находятся его обломки и его единственная в мире частичная реконструкция. На самом деле граф фон Цепелин, в честь которого называются все жесткие немецкие дирижабли, Гинденбург не конструировал. Он сконструировал только один дирижабль под названием ЛЗ-1, да и то для военных целей изначально. Все остальные, и, конечно же, ЛЗ-129, который назовут Гинденбург, конструировал гениальный конструктор Людвиг Дюрр. Его строительство началось в 1931 году под руководством легендарного воздухоплавателя Хуга Экингера. Он на не менее легендарном дирижабле ЛЗ-127, его знают больше как граф Цепелин, совершил в 1929 году первое в мире кругосветное путешествие по воздуху и тем самым положил начало межконтинентальным полетам. Сначала больше года изготавливаются отдельные части для огромного каркаса. По иронии судьбы, они были отчасти сделаны из переработанного дюраля британского Р-101. Он взорвался в 1930 году по пути в Индию. Из-за недоверия к водороду 16 газовых камер будущего Гинденбурга планировали наполнить негорючим гелием. Но в силу американского эмбарго там оказался водород. При сборке дирижабля монтажники работали на высоте до 50 метров. И вот даже его совсем небольшой реконструированный фрагмент впечатляет. Для соединения деталей было использовано около 5 миллионов заклепок, а для экономии веса в профилях пробивают отверстия, а они сами для прочности были обжаты по краям. Благодаря этому достигалась легкая, но весьма стабильная конструкция, которая снаружи была обтянута многослойной, очень прочной обшивкой, а для отражения солнечных лучей в ее краску добавляли алюминиевый порошок. На дирижабле были впервые использованы дизельные моторы по 1200 лошадиных сил каждый. Их было 4, и они находились в обтекаемых гондолах снаружи. И в марте 1936 года ЛЗ-129 впервые поднимается в воздух под знаком свастики и под названием Гинденбург. На самом деле нацисты не только отчасти финансировали дирижабль для использования его в своих целях, например, пропаганды, но и хотели назвать его в честь своего фюрера. Но сам Гитлер отверг это из своих суеверий. Как оказалось, потом совсем не напрасно. Дирижабль был символ величия немецкого технического прогресса и по длине чуть-чуть уступал Титанику. Но эта махина весила всего 118 тонн и могла поднять в воздух около 50 тонн полезной нагрузки. Как видите на фотографии, пассажирские помещения располагались внутри корпуса и занимали в дирижабле совсем немного места. Они находились на 2 этажах, точнее 2 палубах, с огромными окнами из специального легкого материала. А для входа и схода с палубы использовались небольшие подъемные трапы. И вот сейчас по одному из них мы попадем внутрь. Ну что, полезли, посмотрим, как там в брюшке у дирижаблика. Его ведь еще называли парящий Гранд-отель, и он вмещал до 72 пассажиров в двухместных или одноместных каютах. Двухместных спали на двухъярусных кроватях, без окон.
Туалетов и душевых в каютах не было. Они располагались ниже, на палубе «Б». Мы туда еще спустимся. Но каюты отапливались и были оборудованы горячей и холодной водой. Все было просто и практично. Верхнюю кровать и раковину можно было сложить. По мне все равно тесно. Но большинство времени пассажиры проводили вот здесь, на просторной пассажирской палубе, так называемой променаде. Ее интерьер был создан по проекту дизайнера Фрица Брейхауза в стиле Баухаус, а стены украсили рисунками Отто Арбке. Такое ощущение, что ты находишься не на воздушном судне, а где-нибудь в отеле в Альпийских горах. И пассажиры охотно проводили время в этом тогда суперсовременном салоне. На борту был даже рояль, изготовленный специально фирмой Блютнер, но перед злополучным полетом его увезли на международную выставку. Там был и читательный зал с письменными столиками и даже почтовый ящик. Он находился под тем вот ящиком с маленькой библиотекой. Смотрите, последнюю почту забирали ровно в 15 часов. В отличие от самолетов, дирижабль не летел. Он плыл по воздуху с средней скоростью 120 км в час. Тихо и невысоко. Так что можно было все рассмотреть, даже открыть окна и помахать кому-нибудь ручкой. Не стоит делать такое в самолете. С такими же большими окнами была и столовая на левой стороне палубы. Ее не реконструировали. Судя по почтовой открытке, она была тоже в стиле Баухаус, но в красном цвете. По необходимости столики быстро собирались в огромный обеденный стол с настоящей фарфоровой посудой. Еда и сладости, конечно, были не полуфабрикат. Их готовили повара и кондитеры на небольшой электрической кухне и отправляли в столовую специальным лифтом. На той же палубе, как я уже и говорил, находились туалеты. Современные, конечно же, с раковиной и отоплением. Впервые на дирижабле была и курилка. Если уточнить, целая курительная комната. Она реконструирована, но сейчас в нее, как и в мужской туалет, не попасть. Совпадение? Не думаю. Перед курилкой находился еще и небольшой бар. Судя по меню, там можно было хорошо и дорого выпить. Короче, все как в обычном отеле класса люкс. Только в воздухе. И билет на приблизительно 60-часовое путешествие в США только в одну сторону в среднем стоил около $450. Это 3-4 хороших месячных зарплаты того времени. Но пролететь над океаном, посмотреть на Нью-Йорк сверху, это было реально незабываемый эксклюзив. Однако 6 мая 1937 года 10-й полет в США закончился катастрофой и медийной сенсацией. Впервые в мире десятки репортеров видят и снимают буквально яркую катастрофу, а прямой радиорепортаж Герберта Моррисона потрясает мир. Погибают 35 человек, но расследование причин катастрофы проводится в спешке, выводы до сих пор неоднозначны. Обломки Гинденбурга разбирают и часть материала отправляют в Германию для переработки. От него остается совсем ничего. Самый большой кусок – это часть управления хвостового руля. В 2009 году его случайно нашли в США на складе одной авиабазы и потом передали немецкому музею. Еще чудом сохранилось сиденье экипажа из кают-компании, изготовленное из дюраля, кожи, шерстяного флиса, конского волоса и травы, морской травы. Третья по размерам, так скажем, реликвия – это штурвал, но в музее он не настоящий. Оригинал находится в другом музее совсем неподалеку, там еще хранятся части каркаса, и это практически все. На самом деле с трагедией Гинденбурга эпоха немецких дирижаблей отнюдь не закончилась, она только приостановила гражданские полеты. Оставался ЛЗ-127,
а нацисты продолжали финансировать строительство следующих. И с 1938 года свежепостроенный близнец Гинденбурга ЛЗ-130, наполненный снова водородом, используется для пропагандистских, испытательных и шпионских полетов. Но с началом войны дирижабли, в отличие от самолетов, уже не имеют никакой пользы. Экономически они невыгодны, а из-за размеров и водорода уязвимы и опасны. В начале 40-го по приказу Геринга все оставшиеся дирижабли и недостроенный 131 были разобраны и отправлены на переплавку, чтобы построить много новеньких современных военных самолетов. Вот так и закончилась история немецких дирижаблей. Но наши истории не заканчиваются, так что до новых встреч!